Императорские пингвины, величавые обитатели Антарктиды, удивляют ученых уже не одно столетие. Эти невероятные птицы ежегодно совершают путешествия от кормовых морей к родным льдам, чтобы ядром холодной зимы высиживать потомство. Их инстинкт ведет их через ледяные пустоши к избранным местам размножения, расположенным порой в сотнях миль от привычных мест обитания. Чем именно руководствуются пингвины в своих перемещениях – загадка. Возможно, они следуют и визуальным ориентирам, и звуковым сигналам, а может, полагаются на опыт и социальные динамики внутри колоний. Первые научные исследования, начатые еще в XIX веке экспедицией Беллинсгаузена, старались раскрыть секреты их путешествий и выживания в столь суровых условиях. Однако ни одно исследование пока не дало однозначного ответа о всех причинах их перемещений. Каждое путешествие императорских пингвинов таит в себе природное чудо, показывая нам, как выживание и размножение могут быть тесно связаны с интуицией и адаптацией. Какой сюрприз может поджидать нас за следующим поворотом их ледяного пути? Откроется ли новая тайна, покоряющая своей неизведанностью? Дельфины — одни из самых загадочных обитателей Мирового океана, особенно когда дело касается их синхронных движений. Эти грациозные создания собираются в социальные группы, исполняя сложные пируэты, которые захватывают дух. Некоторые описывают их как танцы, хотя это скорее изысканная метафора для выражения их возможностей. Когда дельфины одновременно погружаются и выпрыгивают, вращаясь в воздухе, ученые убеждены, что это не просто игра. Исследования показывают, что такие синхронные движения укрепляют их социальные связи и улучшают координацию внутри группы. Это чуть ли не формы общения, где каждый прыжок и поворот могут сообщить о чем-то важном. То, что дельфины исполняют такие движения в разных частях мира, от Тихого до Атлантического океана, лишь подтверждает их универсальный характер. Известно, что они демонстрируют сложные формы социальной организации и взаимодействий. Благодаря своей умственной гибкости и сложным системам общения, эти морские млекопитающие продолжают удивлять ученых. Возможно, именно здесь и кроется одна из больших загадок морей. Но что, если существуют другие, не менее загадочные, явления в царстве животных, которые способны поразить нас еще больше? Продолжим наши поиски среди обитателей океанов, где скрываются еще более интригующие явления. Некоторые из самых величественных обитателей океанов, киты, оказываются на берегу, что создает потрясающее зрелище и вызывает массу вопросов. Хотя киты не выбрасываются на сушу добровольно, с этим связано множество причин, от болезней до дезориентации. Ученые предполагают, что заболевания или паразиты могут ослабить животное, а следование за потерявшим курс лидером может привести к массовым выбросам. Шумовое загрязнение океана серьезно влияет на способность китов ориентироваться в пространстве. Промышленные и военные эксперименты, такие как использование сонаров, резко повышают уровень подводного шума, вызывая стресс и сбивая китов с пути. Это опасное воздействие приводит к путанице в эхолокации, так как звуковые волны становятся непропорционально сильными и разнонаправленными. Наблюдая за китами, ученые заметили, что магнитные изменения могут условно влиять на их поведение, вызывая дезориентацию, хотя этот аспект еще требует дальнейших исследований. В таких условиях киты начинают блуждать и, не сумев справиться со стрессом, оказываются на берегу. Тем не менее, эти океанские истории не ограничиваются только китами. Природа продолжает нас удивлять, предлагая все более загадочные явления. Какую мурчащую загадку природы мы постараемся раскрыть дальше? Настало время переключить наше внимание на удивительно массовые и пугающие собрания, происходящие в царстве птиц. Вороны издавна привлекали внимание исследователей своим высоким интеллектом и сложной социальной организацией. Эти птицы, часто собирающиеся в так называемые позорные стаи, демонстрируют удивительное поведение, которое остается предметом активных научных исследований. Каждую вечернюю пору они образуют большие скопления, создавая впечатляющую картину в ночном небе. Эти собрания позволяют воронам обмениваться информацией о местонахождении пищи и возможных угрозах. Такая организация напоминает сложную социальную структуру, где каждая птица находит свое место. Вороны известны своей способностью запоминать лица людей, различать их и даже мстить тем, кто их обидел. Некоторые ученые предполагают, что птицы способны передавать эти знания следующему поколению. Научные данные подтверждают, что вороны способны не только использовать простые инструменты, но и решать более сложные задачи, проявляя высокий уровень социальной координации. Их поведение кажется загадочным, и это подталкивает ученых к новым теориям о сложной природе когнитивного развития пернатых. Эти интеллектуальные птицы восхищают своей способностью приспосабляться и выживать в самых различных условиях. Но наше путешествие в мир природной загадочности не заканчивается. Следом за воронами мы погрузимся в изучение создания, которое, словно ночной страж, использует загадочные звуки, чтобы покорять темные просторы.
Летучие мыши, мастера ночной навигации, поражают способностью использовать эхолокацию для создания точной аудиальной карты пространства. Эти создания, которых насчитывается около 1400 видов, издают ультразвуки с громкостью до 140 дБ, не повреждая себя благодаря заслонкам в ушах и специальным механизмам уха. Они могут издавать примерно 160 щелчков в секунду, быстро изменяя частоту для выявления мельчайших деталей при охоте. Хотя такие навыки впечатляют, многие аспекты их поведения остаются загадочными. Эхолокация позволяет этим животным с точностью определять форму, размер и направление объектов, но ее роль в формировании социальной структуры летучих мышей — дискуссионная тема. Это одна из теорий, представляющая собой интересный предмет для будущих исследований. Современные методы продолжают углублять наше понимание сложных механизмов эхолокации и поведения летучих мышей, хотя когнитивные способности этих созданий тщательно изучены и остаются в пределах, необходимых для их жизни. Их эмоциональная глубина — это скорее метафора для описания сложных механизмов адаптации и выживания. История этих удивительных созданий ночи открывает нам новые горизонты для изучения природы звуков и ориентации. Но время не стоит на месте, и нас ждет встреча с животными, которые проявляют свою интуицию и интеллект, находя в окружающей среде способы выражать чувства и эмоции. Слоны поражают нас своим удивительным эмоциональным богатством и впечатляющей памятью. Эти великаны могут часами, а порой и днями оставаться рядом с останками умерших сородичей, касаясь их хоботами и телами, демонстрируя интерпретируемые как траур поведения и проявляя утешение и сочувствие. И это лишь один из аспектов их глубоких эмоций. Разнообразие эмоций у слонов включает в себя эмпатию с взаимной поддержкой и утешением через физический контакт, будь то поглаживание друг друга хоботами или звуковое общение. Это подтверждается как наблюдениями в дикой природе, так и в неволе. Слоны могут узнавать и поддерживать долгосрочные связи не только со своими сородичами, но и с людьми. Их память — настоящая загадка. Слоны способны запоминать лица и события на протяжении многих лет благодаря самым крупным среди наземных животных коре больших полушарий и сложным сетям в мозгу. Эти удивительные млекопитающие также известны своей взаимовыручкой. Они окружают больного члена стада защитным барьером от потенциальных угроз, пытаются помочь встать и оказывают эмоциональную поддержку своим проявлением внимательности. Большой и сложный мозг слонов, включающий крупный гиппокамп, играет значительную роль в их выдающихся когнитивных способностях. С миром слоновых эмоций и социальной организации мы только начинаем приоткрывать завесу тайны, но нас ждет еще большее погружение в загадочные закономерности, раскрывающие удивительные стратегии взаимодействия среди крошечных, но не менее организованных созданий. Муравьиные войны представляют собой поистине уникальное явление в мире насекомых, раскрывая сложные и завораживающие стратегии, которые эволюционировали на протяжении сотен миллионов лет. Эти конфликты происходят не только между колониями одного вида муравьев. В местах, где соседствуют разные виды, они часто вступают в ожесточенные битвы друг с другом, что приводит к захватывающим противостояниям. В основе муравьиных сражений лежат химические сигналы, феромоны, которые служат главным инструментом для распознавания своих и чужих. С их помощью муравьи координируют атаки, мобилизуют защиту колонии и обмениваются информацией о враге, что делает каждую битву невероятно организованной. Колонии разных видов насчитывают разное количество солдат. Так, некоторые муравейники состоят из тысяч воинов, но у аргентинских муравьев формируются суперколонии, включающие миллионы особей. Эти огромные армии создают грандиозные противостояния, как в Южной Калифорнии, где в конфликте длиной в несколько километров за полгода погибло 15 миллионов муравьев. Муравьи способны создавать живые мосты для преодоления препятствий на пути к корму либо исследования новых территорий, однако в военных действиях это наблюдается реже. Альянсы с другими муравьиными видами — редкость, гораздо чаще они противостоят друг другу, ведя конкурентные игры на своей арене. С помощью сложных тактильных и химических сигналов, а не танцев, муравьи создают уникальные стратегии выживания. Это делает их одним из древнейших и успешных социальных организмов на планете. Но что еще может открыть для нас мир природы и ее загадок? Мы увидим это, продолжая наше путешествие. Пчелы — удивительные создания, чьи танцы завораживают и интригуют науку. Они передают информацию о местонахождении пищи двумя основными танцами — круговым и виляющим, или восьмеркообразным. Круговой танец сообщает о близких источниках нектара, находящихся на расстоянии до 100 метров, тогда как восьмеркообразный сигнализирует о более удаленных, свыше 1 мили.
Этот сложный и точный язык танцев помогает всей колонии добиваться успеха в поиске пищи. Танец не ограничивается передачей направления и расстояния. Он также доносит количество пыльцы и нектара. Сложные детали этих движений позволяют пчелам точно определять, стоит ли отправляться на разведку или стоит поискать более изобильный источник. Понимание танца достигается через усики, которыми пчелы касаются танцующей сородички, комбинируя эту информацию с восприятием гравитации. Это помогает пчелам ориентироваться относительно Солнца, что существенно улучшает точность полета. Интересно, что новые пчелы обучаются танцам через наблюдение за опытными собратьями, что укрепляет их способность точнее исполнять сигналы с возрастом и опытом. Этот аспект социального обучения подчеркивает сложность и эффективность коммуникации пчел. Не забудем, что именно Карл фон Фриш смог детально изучить и описать танец пчел, за что получил Нобелевскую премию в 1973 году. Его исследования подтвердили невероятную когнитивную сложность этих насекомых, показывая нам, какой глубинный смысл способен таить в себе танец. Погружаясь дальше в мир природы, мы встречаем животных, для которых ночное время не только средство выживания, но и способ учета и связи с окружающим миром. Волки — это настоящие мастера коллективной жизни и общения. Вой волков однозначно связан с их сложной социальной структурой. Противопоставляя мифам, на самом деле они не воют на Луну. Этот миф возник из-за нашего культурного восприятия и визуальных образов, но на деле частота их воя не зависит от фазы Луны. В отличие от романтизированных представлений, вой волков — это средство общения внутри стаи. Они отмечают границы своей территории, координируют движения во время охоты и предупреждают о чужаках на своей территории. Вместо мистических ритуалов вой направлен на практичные задачи выживания, передачи информации. Исследователи также наблюдают, что волки способны варьировать звук своего воя, чтобы передать различные сообщения, будь то сигнал тревоги или призыв к сбору. Научные данные показывают, что волки часто воют и в безлунные ночи, а теории о связи с притоком энергии остаются лишь домыслами. Люди часто замечают это загадочное поведение именно в полнолуние, лишь потому, что в такие ночи нам удается лучше различать движущиеся силуэты на фоне яркого лунного света. Вглядываясь в это мистическое поведение, мы раскрываем, что за каждым воем скрывается утонченная коммуникация и невероятная координация. Что ж, а впереди нас ждет еще более удивительное зрелище. Встреча с существами, которые буквально меняют свои обличия, демонстрируя блестящий набор природных адаптаций. Хамелеоны, настоящие мастера маскировки, обладают уникальной возможностью быстро менять цвет благодаря особым клеткам, называемым иридофорами. Эти клетки содержат нанокристаллы гуанина, которые изменяют свое расположение, отражая свет и создавая структурные цвета. Этот механизм позволяет им переходить от синего к красному буквально за считанные секунды, что делает их одними из самых быстрых в плане смены окраски. В дополнение к этому в коже хамелеонов имеются хроматофоры, содержащие пигменты таких цветов, как меланин и ксантофоры. Хотя пигменты играют важную роль, именно иридофоры создают впечатляющие эффекты перемены цветов и оттенков. Эта технология была открыта только в конце 20 века, предоставив нам новый взгляд на механику хамелеонов. Цветовая палитра хамелеонов — это не только способ спрятаться от хищников, но и язык для общения с окружающим миром. Изменение цвета может отражать их эмоциональные состояния, такие как агрессия или страх, а также использоваться для привлечения партнера или выражения доминирования. Внешние факторы, такие как освещение и температура, также играют ключевую роль в этой сложной системе, регулируемой внутренними гормональными изменениями. Скорость и точность, с которой хамелеоны меняют цвет, завораживает, и изучение этого сложного процесса продолжает открывать нам новые аспекты природы. Хамелеоны остаются воплощением адаптации и взаимодействия с окружающей средой, демонстрируя, как природное чудо способно изменять наш взгляд на мир. Теперь, когда мы прикоснулись к этим удивительным созданиям, наши поиски таинственных механизмов мира животных продолжаются, перепрыгивая от смены оттенков к вдохновляющим траекториям путешествий, которые покоряют пространство и время. Бабочки-монархи поражают своим невероятным путешествием длиной до 6000 километров. Это одна из самых длинных миграций среди насекомых, которая ведет их из Северной Америки до высокогорных сосново-пихтовых лесов на границе штатов Мичоакан и Мехико. Именно здесь зимой они создают зрелищные скопления, собираясь в тысячи и миллионы на ветвях деревьев. Ветви иногда опускаются под их весом, настолько велико их количество. Это феноменальное путешествие, заслуга нескольких поколений. Только последнее поколение, известное как поколение Миракула, способно преодолеть весь путь до Мексики и пережить зимовку.
В его распоряжении комплексный навигационный механизм, основанный на циркадных ритмах, магнитном поле Земли и ориентации по Солнцу. Все это позволяет монархам с поразительной точностью находить свои зимовки, даже не имея прежнего опыта. Однако эти хрупкие красавицы сталкиваются с серьезными угрозами. Климатические изменения, уменьшение доступных мест зимовки и воздействие болезней негативно влияют на популяцию. Несмотря на это, бабочки сохраняют верность своим маршрутам. Защита их мексиканского заповедника становится приоритетной задачей для сохранения этих удивительных миграций. Как свидетельство природных чудес и сколько еще тайн скрывается в мире животных. Путешествие этих ярких охотников за солнцем лишь открывает новые загадки, а впереди еще более удивительные открытия, ждущие в мире, где жизнь и память соединяют великое путешествие. Морские черепахи восхищают своей невероятной способностью возвращаться на те же самые пляжи, где они родились спустя десятилетия. Эта удивительная навигационная точность, известная как филопатрия, является предметом интенсивных научных исследований. Основой их ориентации в океанских просторах является уникальный магнитный компас. Черепахи способны запоминать и использовать магнитные характеристики тех мест, где они появились на свет. Это свойство позволяет им находить путь через бескрайние воды, часто перемещаясь на тысячи миль. Но не только магнитное поле помогает им в этом трудном путешествии. Черепахи также ориентируются по химическим признакам, по запахам из прибрежных отложений, которые они способны различить, приближаясь к родному берегу. Хотя есть гипотезы, что звуки воды могут направлять их, пока это остается лишь предположением без твердых научных подтверждений. Возвращение на родные пляжи не случайно. Для черепах это место является оптимальным для выведения потомства, обеспечивая подходящие условия инкубации яиц с точки зрения температуры, песчаного состава и безопасности. Примечательно, что для полного круга жизни черепахи могут понадобиться десятилетия, от 15 до 30 лет, прежде чем они снова окажутся на родном берегу. Эти древние создания продолжают удивлять ученых своей способностью преодолевать тысячи миль в одиночестве и без визуальных ориентиров, полагаясь на тонкую совокупность природных навигационных механизмов. Несмотря на ряд загадок, окружающих их интуитивные способности, морские черепахи остаются символом невероятного природного чуда, каждый возвращенный миграционный круг которого — это свидетельство глубинной связи с местом начала их жизненного пути. И хотя вопрос о существовании магнитных бактерий, участвующих в этой уникальной навигации, остается открытым, исследования в этой области продолжаются.